Издательство «Глущенко Издат» представляет вашему вниманию книгу «Венец. Добро пожаловать в идеальное». Московский поезд приходит в Ульяновск ранним утром. Город встречает вас в эти дни многолюдными улицами и площадями, багряно еще не успевший опасть листвой скверов и садов, зеркальными витринами магазинов, множеством новостроек. Едва ли не самое характерное в облике нынешнего Ульяновска – башенные краны и строительные леса. Так начинается статья специального корреспондента Ивана Васильева в номере журнала «Советские профсоюзы» от 20 ноября 1967 года. Номер вышел накануне пышно отмечавшегося всей страной 50-летнего юбилея Октябрьской революции. Выбор города не случайен. За следующие 3 года, предшествующие столетию со дня рождения Владимира Ленина, в апреле 70-го провинциальный Ульяновск полностью преобразится, взяв на знамя тезис «Родина вождя всемирной революции должна соответствовать своему высокому статусу». Воспользовавшись первоочередным идеологическим значением области, предприимчивый первый секретарь Анатолий Скочилов успеет за 3 года с помощью всего Советского Союза построить не только новый музей Ленина и гостиницу «Венец», но и аэропорт, железнодорожный и речной вокзалы, педагогический институт, дворцы культуры школьников и пионеров, 3-этажный универсальный магазин, библиотеку, несколько заводов, а также первые в городе многоэтажные жилые дома. Сегодня, полвека спустя и столетия после Октябрьской революции, Глущенко Издат обращает свой взгляд к Ульяновску. Известное интересом к изучению повседневности издательства исследует новую его грань – повседневность идеального. В качестве предмета изучения выбрана гостиница «Венец». Открытая в марте 1970 года, гостиница имела категорию внеразрядная, высшая, «Б», и должна была соответствовать идеальной эстетике быта в представлении туриста, решившего посетить родину Ильича. Командированный в Ульяновск сотрудник издательства провел в Венце почти 20 дней. Он останавливался по 1 дню в номере на каждом этаже, пройдя весь путь от первого до последнего этажа и встретив 2017 год на Олимпе. Так назвали недавно открывшийся на крыше бар. Сама гостиница, кроме узнаваемого силуэта, мало что сохранила от своего прежнего облика. Найденный в фонде Краевого музея архитектуры фотоальбом, изданный Ленинградским проектным институтом, помог восстановить изначальный образ Венца. Элегантные, сдержанно-футуристические, словно сошедшие с экранов кинолент «Космическая Одиссея-2001» и «Солярис» просторное фойе, залы, рестораны и кафе, магазин сувениров «Березка», художественный салон и, конечно, сами номера, безупречные интерьеры которых ночью заполняются лунным светом, как назвали строители специально разработанную систему освещения. Из окон открывался живописный вид на широкую, почти безбрежную в этом месте Волгу. Идеального не существует без обозначения его в слове. Поэтому Венец, да и вся всесоюзная комсомольская ударная стройка были подробно описаны местными газетами. В книге мы публикуем избранные статьи из «Комсомольской правды» и «Ульяновской правды». В них и пропитанные витальностью молодых комсомольцев восторженные рассказы о стройке, и неожиданно критические разборы бытовых просчетов организаций, и, конечно, доскональное перечисление всех отличительных черт поистине выдающейся гостиницы. Тональность и ракурс, выбранные для описания столь заурядного события, как стройка гостиницы, сами по себе достойны внимания как один из смыслообразующих инструментов в формировании образа идеального. Найденные дневники столичного журналиста Бориса Мерца помогли придать истории человеческое измерение. Они послужили основой для рассказа о нескольких днях,
проведенных репортером в Венце накануне открытия Ленинского мемориала и приезда Леонида Брежнева в апреле 1970 года. Секретная документация Ульяновского отделения обкома КПСС раскрывает внутренние механизмы машины идеального. В них, сквозь букеты в руках пионеров, встречающих делегацию монгольских писателей на железнодорожном вокзале, неизменно просвечивает суровая машинописная строка: подготовить 50 пионеров, 25 девочек, 25 мальчиков, обеспечить их явку на перрон вокзала. Ответственный товарищ Николаев. Даже величественные надписи на крышах домов становятся простыми пунктами в списке. Ленин жив. Улицы такие-то. Ответственный администрация завода. А рядом неразборчивая приписка карандашом, которая вполне может изменить судьбу даже столь могущественного светового политического лозунга. Проникнуть за фасад идеального помогает личная история участников юбилейного обновления. Молодые архитекторы, не стесняющиеся нецензурного словца из уст первого секретаря обкома, самоотверженно сражающиеся со строителями за нужный оттенок плитки, пусть и для облицовки типового дома. Язвительные журналисты, некогда золотые перья всесоюзных известий, инженеры, дикторы, художники, гостиничные горничные, дирижеры, секретари, шеф-повара и даже дети первых лиц партии рассказывают без прикрас каждый свою правду. И нередко эта правда неожиданно заполняет трещины в образе идеального, словно изнутри латает дыры этой пошатнувшейся сферы. Отретушированным газетным портретом, монументальным образом официальной фотохроники, впрочем, не лишенной по-своему выразительного блеска, здесь отвечает фотолюбитель, чей объектив словно притягивает в кадр речной бриз с широкой Волги и теплый закатный свет. Замершие в странных позах прохожие с накренившимся силуэтом 23-этажного венца загадочным образом умудряется больше рассказать об идеальном, чем откомандированные фотокорреспонденты телеграфного агентства Советского Союза. Похоже, действует и архив с закулисьем гостиничных будней, неожиданно обыгрывая на своем поле создателей эталона идеального, архитекторов гостиницы с их фотоальбомом. Вот и последний 22-й этаж. За 20 дней наедине с пустынным венцом наш корреспондент успел и одичать без людей, и породниться с идеальной гостиницей. Вечером он подходит к широкому окну и смотрит на Волгу. Течет ручей, бежит ручей, и я ничья, и ты ничей.